Народ, всех приветствую. Сегодня у нас Сурфхант, охотник выживания, PvP-шный гайд. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Я сейчас бегаю в данном билде. Если мы говорим про героические таланты, то берем вожака стаи, чтобы с кайфом комфортно играть, себя прекрасно чувствовать. И если мы говорим про выборочные таланты, то это левый. И здесь тоже берем левый. Все остальное просто выкачиваем. Ветка охотника. Левая ветка выкачивается данным образом. Единственное, что, смотрите, периодически мы можем менять себе взрывной выстрел на ошеломляющий. Если мы играем тройки, то, возможно, ошеломляющий будет прям хорошим вариантом, потому что вы не стакаете контроль. У вас не работает диминишинг на вашу трапу. Если вы в один таргет закидываете сначала ошеломляющий, потом трапа будет меньше действовать. А так, если вы в разные таргеты кидаете, то все будет чики-пики. Но взрывной выстрел мы иногда используем с талантом на мощнейший порох, чтобы мы еще сами себя откидывали тоже в противоположном направлении. То есть мы, допустим, перед собой взрывной выстрел кастуем, противник улетает вперед, а мы улетаем назад за счет таланта. И еще больше замедляем противника. Вот этот талант PvP тоже периодически используем. Если мы этот талант не используем, можно спокойно брать ошеломляющий. В общем, там смотрите по ситуации, по геймплею, как надо, что брать. Очевидно, берем фугасную ловушку, чтобы комбинировать его вместе с нашим связующим выстрелом. У нас будет такая комбинация, что мы одно и второе используем. И иногда, если вы играете против неприятных кастеров, хочется как-то перенаправить их заклинания, то отказываемся от одного поинта острое зрение, качаем себе перенаправление и в PvP-шных талантах берем вмешательство. И тогда вы можете просто перенаправлять парочку спалов на вашего питомца. Но если мы говорим про ветку выживания, соответственно, вот правую ветку, то просто выкачиваем данным образом и ничего не меняем. Тут все у нас хорошо стакается. Обходной удар обязательно берем, вообще прям имбулька спел, если выбирать между этими двумя. И также максимально разгоняем себе согласованную атаку. Берем ускоренное КД и еще бомбочки с этого всего тоже максимально вверх бомбардируем. Если говорим про PvP-шные таланты, всегда берем 100%. Это жало химеры и тактика выживания. Тупо всегда. И иногда третий талант меняем в зависимости от классов, против которых мы играем. Если есть милишники, берем дизарм. Если дизарм нам не нужен, то берем себе мощный порох, допустим, чтобы комбинировать его вместе со взрывным выстрелом. Если, как я уже говорил, мы играем с перенаправлением, то качаем себе вмешательство. В целом, иногда можно взять себе целебную повязку, если понимаете, что вот играете против разбойников, там, чернокнижников, нажать черепашку, нажать повязку, зарегениться, или просто в целом убежать за пиларчик, там зарегениться. Нормально. Но надо смотреть по сетапу. В целом, практически всегда вот такие просто 3 PvP-шные таланта используйте и играйте с кайфом. Ну а весь дополнительный контент, что я записываю, вы можете найти на моем бусте. Здесь у меня и для 3.3.5 аддона контент имеется, и для актуала. Полный гайд по настройкам моего PvP-шного интерфейса и PvP аддонов присутствует. Также имеются гайды на другие классы. Поэтому, если планируете поддержать канал копеечкой и вас интересует дополнительный контент, первая ссылка в описании. Приглашаю на свой бусти. Но на этом рекламку заканчиваю. Погнали смотреть видос. Что у нас по геймплею? Какие у нас есть возможности? Сейчас все покажу. Начнем с того, что наш класс Сурфхант играет на средней дистанции. То есть и не вблизи, и не прямо далеко. Понятное дело, у вас есть и гарпун, который позволяет вам к противнику притянуться, и согласованная атака, у которой дальность действия вообще 40 метров, и просто вы чаржитесь на пол карты, на пол арены и летите в противника. Это все приятно. Да, но если вы слишком сильно задержитесь в милишке, вам сломают лицо. Поэтому нужно всегда выдерживать дистанцию и понимать, когда вы можете в противника упарываться, а когда не можете. Например, пометим данный манекен, я не знаю, давай, крестиком красным, это вражеский лекарь. Вот если мы играем в двойку или в тройку, всегда можно начинать бой в целом следующим образом. Мы же в инвизе начинаем, просто ждем, пока какая-то суета по карте пойдет. Нажимаете гарпун во вражеского лекаря, туда сразу трап под него. Все, он будет уже в контроле. И в это время переключайтесь на вражеского милишника, на вражеского дамагера, который остался, и с ним начинаете разыгрывать. Разрывной выстрел, бомбочку кинули. И начинаете потом на дистанции с ним вот так вот, отходя, опять же разыгрывать. Еще бомбу, еще разрывной выстрел, парочку раз команду взять кастуете. Это у вас все позволяет вам на средней дальней дистанции с вражеским дамагером разыгрывать. Если это милишник, он будет вас упариваться. На этот случай у вас имеется и смоляная вот эта бомба, которая руты накидывает, и вы можете через взрывной выстрел его сами откинуть, если с талантом вы еще назад отлетите. Понятное дело, у вас есть отрыв, который позволяет вам постоянно разрывать дистанцию, контузящий выстрел. В общем, способностей убежать у вас миллион, и ими надо пользоваться. Наш гарпун не работает, как у разбойников, мы не можем его в пол нажимать, только в таргет. Поэтому, скорее всего, вам его стоит сохранять на комбинацию гарпун плюс трапа, потому что гарпун еще рутает противника, он не может никуда убежать, стоит на месте, и вы просто под ноги замораживающую ловушку кидаете. Если вы играете против престов, имейте в виду, они будут нажимать спелл, который не позволяет их законтролить. Вот вы в него нажмете, вот предположим, вот вражеский
Прист. Вы в него нажимаете гарпун, и он клацает вот этот спелл. Подождите, пока он закончится, там буквально 1 секунда, и только после этого закиньте в него трапу, чтобы вы не проебали свой контроль. С появлением тирсета у нас появляются стаки на нашей бомбочке. Каждый раз, когда мы бомбу кидаем, у нас появляется стак, который увеличивает от нее урон. Вот он называется череда побед, урон от огнебомбы увеличен на 18%. 6 стаков это максимум. Но есть пассивный шанс в 15%, что ваша огнебомба не накопит дополнительный стак, а сбросит все имеющиеся у вас стаки, но за счет этого ваш следующий укус мангуста нанесет x4 дэмэдж и откатит вам бомбу. Сейчас попробую сбросить эти стаки. Пока что не прокают, пока что они только накапливаются. Ну, я не знаю, мне не прокает, они просто висят стаки и висят, висят и висят, я не могу сбросить. Hello, darkness, my old friend. Наконец-то, все, вот я сейчас кинул огнебомбу, у меня стаки сбросились, появился другой баф, называется драгоценная возможность, вот у нас x4 дэмэдж с укуса мангуста, и он нам откэдэшивает, опять же, бомбу. Все, я коцнул, видите, таргет укуса мангуста усиленно, у меня появилась ускоренная КД на бомбу, там откатилась секунда. Укус мангуста также имеет стаки, мы можем себе его до 5 раз настакивать. Каждый стак увеличивает дэмэджа и позволяет нам с большей вероятностью мгновенно обновить команду «Взять». Кстати, команда «Взять» при определенном проке восстанавливает нам эти стаки. Видите, мы сейчас, они как бы заканчиваются, но... Хоп, я под проком нажал, и все, у меня снова 5 стаков укуса мангуста, ярости этой мангуста. И под духом орла я отбегаю, и на дистанции под 5 стаками начинаю накидывать в таргет. Это просто неимоверно до хрена дэмэджа. Вы понимаете, что вот под этой комбинацией у противника точно отлетит лицо, если он не нажмет сейвы, или если он от вас сам не убежит. И вот когда у вас данные стаки присутствуют, под духом орла вы реально становитесь уже супер дальником, который может на дистанции накидывать. Баф заканчивается, и вы снова такой милишник а-ля дамагер на средней дистанции через бомбочки, который играет. Какие еще у нас классные комбинации имеются? Иногда вы сидите в инвизе, если понимаете, что противники в одной кучке находятся прямо вот очень близко на дистанцию, на радиус вашего связующего выстрела. Вы можете просто туда коцнуть, кинуть связующий выстрел, всех связать и через фугасную ловушку раскинуть всех противников. И они застанятся, пролетая, потому что произойдет разрыв вашего связующего выстрела. Если не можете всех противников связать, то опять же можете это проворачивать именно с вражеским лекарем. Также накинули связующий выстрел в него одного и через фугасную ловушку откинули лекаря подальше от его, соответственно, дамагера. Ну, например, дамагер здесь, лекарь в центре. Вы откидываете лекаря в противоположный край, все, он уже не достает, чтобы подхилить. И так далее. После того, как стан заканчивается на лекаре, вы также можете нажать к нему гарпун, и также можете еще зарутать его сверху через вашу ледяную ловушку. И контролить вражеского лекаря вы можете неимоверно долго и неимоверно эффективно. Наш выживает сильнейший имеет 2 заряда, не брезгайте им пользоваться, когда понимаете, что в целом по вам начали дамажить, по вам начали бурстить. Также живость. Можете нажать, 2 минуты КД, но каждый раз, когда мы тратим концентрацию, она ускоренно начинает откатываться, данная способность. И чем больше концентрации мы тратим, тем быстрее живость у нас откэдэшивается. Поэтому по факту здесь не 2 минуты, а где-то минута, минута 10, минута 15 у вас вот в среднем так получится, когда на данную способность. Рёв жертвенности Сакра не дает критовать по вам или по вашим тиммейтам, это нужно помнить, вы можете нажимать Сакру не только в себя, но понимаете, если по вам бурстуется, нажимайте Сакру. Под станами нажимать это можно, но если стан прилетает у вашего поэта, рёв жертвенности вы не нажмете, потому что эту способность кастует именно ваш питомец, а не вы сами. Если питомца заферяли, он тоже не нажмет. По поводу способности питомца, кстати, вам нужно именно специализацию хитрость выбрать у вашего пэта. Вам нужен обязательно либо раптор, либо гиена, но об этом чуть позже. Главное, выберите у него способность хитрость, чтобы у него появился приказ хозяина, который диспелит руты. Опять же, либо с вас, либо с вашего тиммейта вы можете нажимать эту суету и диспелить руты. Самое важное, например, если против вас играет баланс друид. Он любит проворачивать комбинацию руты и плюс столб, который немоту накидывает. Вы это видите, и вашим пэтом накидываете антируты в тот таргет, который стоит под ними соответственно. И все, и он спокойно выбегает. Сейчас максимально быстро, чтобы хронометраж видоса не удлинять. Рапторы и гиены обладают способностью, которая понижает исцеление цели, которую не дамажит. Соответственно, для ПВП максимально эффективно. Ну и плюс сами рапторы и сами гиены неплохо так дамажат таргет, который они бьют. Поэтому мы их обязаны приручить. Где их приручать? Аддон битва за Азерот, БФА. Летим в Зандалар, в Зулдазар. Данной локации вот здесь водятся рапторы, там мы приручаем себе раптора. Если интересует гиена, то летим в Валдун, и на севере, возле водички, вот здесь, приручаются гиены. Полный подробный видос, где приручать питомцев, я залью чуть позднее. Там я покажу, где белого раптора, где черного раптора приручать, где полностью белую гиену найти и так далее. Подписывайся на Бусти, там у меня видосы быстрее выходят, может даже уже сегодня залью гайд по приручению пэтов. Погнали дальше.
Теорию разобрали, теперь давайте посмотрим на практику. Я подготовил Солоку. Кстати, реально такая симпатичная, такая красивенькая Солока. Даже понравилось играть в том плане, что были реально интересные катки. Потому что зачастую, знаете, заходишь и какой-нибудь есть такой нубасик один на лобби, и просто у кого вот этот нубасик в команде, те и проигрывают. Ну ладно, это все мирское. Вот смотрите, я подобрал такую позицию, что я к ним в упор сейчас не бегу, не лезу. Оп, из-за угла вышел и хотел подловить жреца. Он все-таки среагировал, прыгнул в дух, но на самом-то деле достаточно спорное решение с его стороны. Я вижу охоту от вражеского ДХшника, кидаю туда дизарм сразу после охоты. Вот почему спорное решение, потому что я трапу под жреца кидаю, и он сразу после духа в нее попадает. Но не суть. По итогу мы духа из приста выбили. ДХшнику его бёрст запороли тем самым, что в него закинул я дизарм. Сейчас попробовал. Вот видите, вот этот спелл. Я просто подождал, и потом трапку спокойненько в него закинул. Вообще без всяких проблем. Именно так вы должны делать, когда играете против престов. Потому что вот не нужно спешить. Против других классов можете, там, шаманы, друиды, пофиг. Гарпун, инста-трапу под ноги. Против престов, типа, чуть-чуть подождать задержку просто на мужика так. Сыграть с ними. Они же сразу начинают реагировать инста, как только вы в них кидаете гарпун. Здесь я гарпун использовал на паладина, чтобы просто его зарутать на 3 секунды, чтобы он от моего приста отошел, не докучал ему так сильно и так далее. И все. И продолжаю постоянно на средней дистанции так накидывать бомбочки в ДХшника, накидывать разрывающий выстрел. В общем, вы на сурве очень много контролите вражеского лекаря и ищете возможности, чтобы продамажить. Я думаю, сейчас эта возможность как раз таки есть. Я настакал себе немножечко укуса мангуста. По идее, можно сейчас обновить его время действия. Ну ладно, я решил подконтролить приста. Контроль всегда важнее дамага. Запомните. Если вы видите возможность для классного, качественного контроля, вы должны ей пользоваться. Потому что у вас еще есть тиммейт, который и так будет фулл бой просто дамажить. В этом случае, вот в данном, у меня Ферал Друидич. У него туннелинга побольше, чем у меня будет дамага, у него реально больше. Поэтому я занимаюсь своим делом. Я контролю, я вот приста рутаю, я его постоянно в трапу закидываю, я его откидываю подальше, я ему не даю жизни, я его замедляю. Посмотри на этого приста, он просто неприятно максимально играть против меня. И все, и когда я свой контроль выдал, я уже подошел, да, к ДХшнику, и сейчас пытаюсь его проберстить. Кстати, вот сейчас хорошо ярость Орла закастал, потому что и по паладину, и по ДХшнику попал. Снова дизарм в паладина, чтобы не сломали лицо моему уже Фералычу и мне. И тут, кстати, как-то на тоненького. Трапа фуловая на 6 секунд залетает, главное, ОЕшкой не сбить никому. Бам-бам, бим-бим, все, убиваем паладина, найс, победили первый раунд. Ну, динамично, согласись. Динамичные каточки. Вот такая вот ситуация у нас произошла. Давай посмотрим второй раунд. Теперь Фералыч против меня. Со мной в команде ДХшник. Ну, у ДХшника тоже дамага не меньше, поэтому тут как бы не думайте. Я решил здесь, по-моему, не ждать Ферала, да. Я просто решил издалека понакидывать просто свои бомбочки по паладину. И под себя кинул, смотри, трапу, только не ту. Надо было, наверное, все-таки закинуть, не пожалеть ловушку морозную. Хотя, с другой стороны, я же знал, что у меня ДХшник потом просто инста нажмет охоту в Ферала. Нормально, нормально. Надо было фугасную ловушку накинуть, чтобы он от меня на Ферале отлетел, чтобы я его откинул. Вот так вот. Но в моменте просто, короче, понимаете, не сориентировался и нажал все-таки просто рутающую трапу, которая, по сути, была такая плюс-минус бесполезная. Здесь пытаюсь просто бегать, потому что видите, что в меня максимально хотят упарываться вражеские ДПСеры, и это на самом-то деле с их точки зрения довольно грамотно. Но у меня очень много возможностей, чтобы бегать, неимоверно много. Вы еще знаете и помните, что вы можете гарпун использовать не только, чтобы, допустим, добежать, ну, притянуться до приста и туда трапу закинуть, а просто как способ убежать из-под гнета вражеских дамагеров. Пытается циклонить здесь Ферал Друид, у него не получается. Ну, прям в центре боя это, конечно, супер нагло с его стороны. Но, тем не менее, получилось. Но он много времени на это потратил, поэтому ладно, нормально. Не так критично. Плюс зациклонил он ДХшника, что не особо повлияло на исход ситуации. Тут даже под дизармом паладин на воздаянии очень жестко решил меня пропуститься. Это, конечно, неприятный моментик, но ничего. Тут нажимаю в себя антируты и пытаюсь бегать. Слишком близко подходит прист, как будто бы это ошибка с его стороны, но у меня так, знаешь, на кулдауне мои кнопочки. Вот он снова просто забайтился на то, что я в него нажал гарпун. Я туда еще кинул укус химеры, чтобы его замедлить, плюс немоту накинуть. Он кто-то сдиспелил с него трап, или кто-то дэмэдж нанес по трапе, но все равно у него было на 2 секунды еще немота при этом наложена на него. Тут связующий выстрел в него накинул, он в него попался, решил не останавливаться, постоял 3 секунды в ФК, а в это все время Ферал страдает. Сейчас бы кастануть ярость Орла. Найс. Пробиваем опять двоих. Вот ярость Орла по двоим всегда супер сочно заходит. И под конец действия ярости Орла у вас еще, кстати, хоста повышается. И тут хорошая трапа фуловая по жрецу. Добить паладинчика, жить. И нажимаю черепашку, чтобы не умереть. Умирает вражеский
Ферал Друидыч. Найс. Я говорю, вот, ну, не знаю, как вам, а мне эти каточки прям реально максимально понравились. Тут понимаю, что ДХшник хотел меня найти через зрение, но мой Паладиныч прям вперед полежал, прям туда вот, прям в него упоролся, и поэтому я из инвиза не выходил. Я жду Ферала. Я знаю, что Ферал будет играть по мне. Я прям чувствую ярость в его диком взгляде. Поэтому я не спешу скрываться. Вообще не спешу. Плюс также допускаю возможность, что он будет играть по моему паладину. Кстати, вот попадается Фералыч. Видимо, наступил в лужу палы или что. Как он там спалился, я не знаю. И все, смотри, я его там законтролил. Я понимаю, что он захочет рестелснуться, поэтому я накидываю на него, во-первых, свою метку, во-вторых, следующий выстрел еще подстанил его, плюс ко всему. И очень много времени он на Ферале проебал. Очень много времени. Я как бы тоже особо не участвовал в другом файте, на другой стороне, которая там 2 на 2 происходила. Но, тем не менее, мне кажется, вот запороть Фералу его стартовый заезд, это всегда приятно, потому что он хочет через инвиз нажать глубокую рану, подстанет, накинуть миллион контроля туда и сюда, и это мы ему не позволили сделать. Сейчас он был, кстати, под пеплошкурой, он до сих пор под пеплошкурой бегает, поэтому нужно просто от него убегать. Вот как же много там у них мобильности, да? Ферал плюс ДХ. Неимоверные такие пацанчики, которые даже вот меня могут догнать спокойно на самом-то деле. И это, конечно, неприятно. Тут просто под черепашкой я задолжил все-таки охоту ДХшника. Там еще пара секунд пеплошкуры оставалось у вражеского Ферал Друида, поэтому я просто подвышел. Да, и через черепашку жаджоджель. Тут снова поймал приста, снова в него кинул флоу трапу. И мы пытаемся пробить Ферала дальше. Кстати, опять ярость орла по двоим. Вот что мне нравится, а я не упускаю возможности ярость орла по двоим вражеским противникам нажать. Это хорошо. Но мне кажется, все-таки мне стоит ее нажимать почаще. Потому что спел, опять же, говорю, под конец действия вот этого вот ярости орла дает вам хосту. А лишняя хоста, она не лишняя, поверьте. Лишняя хоста никогда не лишняя. Снова ловим вражеского приста на касте. Ну, как-то мне больновато, да, в моменте все равно становится. Опа! Пробиваем при 100. Нормально. И у меня откадешивается сейчас мой бёрст. Рывок в упор. И пошел долбить. Давай. Через дух орла накидываю на дистанции укус мангуста. Дух орла, укус мангуста, гадэм. Снова пытаюсь законтролить здесь чувачков, но вижу, что, кстати, больно моему паладину. Еще бурстовый дэмэдж от пала идет, хорошо. Молодец, пацанчик. Еще дезориентацию накидывает. Но у меня залетает неприятный стан, но он успел застанить вражеского послушания приста. Я туда кидаю трапу, мы добиваем друидыча. Вот в конце пал просто выдал базу лютейшую. И друида почти в соло пробил, жестко забурстился. И вражеского послушание приста законтролил очень хорошо, видели? И дезориентацию накинул. Под конец дезориентации стан в него вписал. В общем, выиграл нам до хрена времени. Я успел еще трапу закинуть. По итогу мы друида вражеского все-таки добили. Это было уважаемо с его стороны. Еще один раунд, 4-й. В этот раз против нас ДХ, против нас пал воздаяние и послушание прист. На самом деле с Фералом мне нравится в одной теме находиться. Такая плюс-минус стандартная связка в 3х3. Только тут должен быть... Ой-ой-ой, какой связующий выстрел хороший. И приста поймать. Найс, молодец. Что он делает? Легенда. Подожди. Ты смотри, что с палом происходит. Смотри, что с палом происходит. Вау. Его просто Ферал съел. На самом деле было 2 офигенских момента. Я хорошо на связующем выстреле 2 ДДшников застанил. И при этом еще на приста не повелся, не побайтился на его вот эту вот способность. И хорошенько его поймал в трапу. А в это время мой Ферал соло съел вражеского приста. Паладин это. Офигеть. Охота нажимается сразу после этого дизарм. Очевидно, я кидаю во вражеского ДХшника. Здесь связующий выстрел опять же по двоим оппонентам. Хорошо, раскидываю Ферала, кидываю подальше, станю ДХшника. И сейчас хочу по нему побурститься, потому что понимаю, что мясов у него нету. И можно нормально ему так лицо подпробить. В целом пробиваю его на 50% хп, нормально. Но прист выходит из своего, кстати, духа, ловит стан, тринкует стан от моего паладинища, и мы продолжаем уже на средней дистанции накидывать по противничкам. Тут решил нажать одну хилку в моего пэта, чтобы он случайно не сдох. И продолжаем играть по таргету. Убегаю от ДХшника на гарпуне плюс руту вражеского друида. И вот здесь бы, конечно, трап нормально попал. Прист мало двигается. Очень любит он постоять на месте. В этом плане хорошо мне получается в него трапа закидывать. Но это как бы его ошибка больше, чем мой успех. Но вот видите, я слишком сильно здесь задержался. И как же мне быстро сломали лицо. Вот в этом плане, да, Сурфхант очень уязвимый. Вот нету каких-то мясов у вас нету. Если вы не нажимаете вот свой спел, который по вам понижает дэмэдж на 20%, на 30%, то, да, лицо реально очень быстро умирает и улетает.
Нажал дух орла, чтобы не подходить в упор, и просто начинаю через мангуст вот так вот на дистанции закидывать его вражеского ферала. И сейчас хочу подбруститься на АИ чуть-чуть плохо сделал, слишком далеко убежал, но все-таки достаем на рывке нормально, благо он на километр работает. Ай, ну неприятно, стан ДХ залетает, не получается прям много дэмэджа выдать под усиленный опа. Здесь начинает багаться вражеский прист, но благо наш гарпун рутает его. Ничего не понял, что здесь произошло, что какие-то лаги, не лаги, баги, не баги. Снова охота меня кастуется, снова дизарм туда закидываю. Притворился мертвым, чтобы дэмэджа немножечко снивелировать. И пытаемся пробить вражеского друида, очень больно ему получается. Смертельный выстрел, ай, связующим выстрелом Саню приста добиваем. Вражеского ферал-друида. 5-я победа в раунде, пацаны, последний раунд у нас пошел, 6-й. У меня ДХшник, играем против друида и против Фредрика. Будет максимально неприятно. Снова не спешу со вскрытием. Но здесь вот, кстати, здесь вот очень плохо сделал в том плане, что автоатаку случайно нажал по престу и ловил фуловый эфир. Решил не тринковать, но посмотри, насколько больно моему ДХшнику. Возможно, стоило... Но я не знаю, это не моя ошибка, что ДХшник получил так много урона в свое лицо. Правильно? Правильно. Это они должны нажимать свои сейвы с моим лекарем, сами должны разыгрывать. И мне нельзя было тринковать эфир, потому что мне не останется просто тринкета на стан. А это будет гораздо противнее и больнее потом. Нажимаю Сакру своего ДХшника, понимаю, что они хотят фокусить именно его. У меня все равно еще есть мои сейвы, есть хилы. Я понимаю, что я точно здесь никак не умираю. И пытаюсь, опять же, дамажить здесь ферал Друидича, но нажимаются сейвы от вражеского приста. Здесь как будто бы даже трапу не нужно кидать. Насколько же больно моему ДХшнику. Офигеть, что они с ним творят, что они с ним делают. И походу у нас здесь ситуация очень печальная. Не знаю, как будем из нее выкарабкиваться. Вторые зубы пошли какие-то там уже по вражескому Фералычу. Снова станет двоих противников, двоих дамагеров. Немножечко сбиваем. Кстати, вот хорошо, что связующий выстрел станет даже сквозь Фридом Паладина. Иначе было бы нечестно. Логично? Логично. Поэтому то, что станет, это все честно. Мне кажется, все нормально работает. Боб по Фералу не пробить. Руты, смерч перервали, дизарм уже потрачен. Вот максимально неприятно из-за паладина. Я не могу рутать противников. Вот этот двойной фридом и все. Они просто упарываются в моего ДХшника и очень больно ему делают. У меня по факту особо нет возможности ему помочь. Я только через связующие выстрелы и через фугасную ловушку могу их откидывать. Но в целом я так и делаю. Связующим выстрелом я их обоих обычно цепляю. Здесь трапу закидываю фуловую. Получится ли пробить кого-нибудь? Снова связующий выстрел, фугасная ловушка, раскинуть, застанить. Почему-то не застанился. Не знаю почему. Паладин застанился, Ферал почему-то не застанился. Видимо, был Демнишек, я что-то не успел, кстати, отследить за этим моментом. Как-то тухленько идет, тухленько и умирает мой ДХшник, инсталливаю, потому что тильт. Не было 6 побед, а очень хотелось. Итак, народ, по поводу статов, по поводу чарок, гира, шмота и всего соответствующего. На текущей неделе можем получить себе 4 сетовые элемента экипировки, чтобы у нас было максимально вот эти 2 бафа за счет комплекта. Получено. Это нагрудник, допустим, наплечники, голова и, конечно же, перчатки. Вы можете либо PvP-шные шмотки за завоевание перекрафчивать, либо PvE-шные перекрафчивать. В общем, в любом случае вы себе получаете 4 сетовые комплекта. Шею и 2 кольца вы себе крафтите. Вот прямо здесь, где я нахожусь, подходите к Лерк Греттель, и у нее заказываете себе печатку, заказываете у нее амулет и крафтите себе. 2 кольца вы делаете. Одно со статами универсальность, искусность, второе со статами скорость, искусность. Шею себе тоже делаете со статами универсальность, искусность. Пушку вы получаете просто качая себе рейтинг. Можете пушку за завоевание не покупать, у вас именно за ачивку, за рейтинг вам предложат купить любое оружие. Покупайте себе двуручку. И за завоевание мне также хватило еще на пояс. Я себе купил кольчужный пояс. Плащ, запястья, ботинки и штаны я себе купил за кровавые жетоны. Вы фармите кровавые жетоны, покупаете также у торговца себе данные шмотки. На аксессуары мне пока что не хватило, я чисто за честь их приобрел, но это самое последнее, что вы вообще меняете. Аксессуары можете до самого конца держать именно за честь. По поводу чарок. На плащ вы крафтите себе песнь стремительного закапывания, на нагрудник ловкость, странный кобурь, на запястье 1000 скорости передвижения, на двуручку власть сияющей силы, на кольца проклятие искусности, можете также 3-го левела зачарить себе. На ботинки ход разведчика. На поноже находите, это не чарка, это укрепленная накладка какая-то. В общем, 930 ловкости и 900 выносливости. На пояс и на перчатки нету чарок. Если хватает чести, если у вас достаточно жестоких кровавых камней, покупайте себе оправы и вырезайте в ваших кольцах, в вашей шее просто слоты под камни, и камни вставляйте на искусность плюс универсальность. По итогу получается, что ваш приоритет статов — это искусность, скорость, универсальность и крит.
На этом видос завершаю, народ. Весь мой дополнительный контент можете найти на Бусти, ну а на Телеграм подписывайтесь, чтобы не пропускать анонсы, дополнительную информацию, иногда мемасики и так далее. Всем вам я желаю прогрессив PvP, всем чао, всем пока.